прожить на 24 тысячи рублей в Москве. Есть цель, нет препятствий. Апперкот, хук! Да надо картошку сажать, моркошку. По всем сусекам правительство начало скрести. Мы возвращаемся к лапте. И те, кто говорит, это невозможно, я вам так скажу. А вы попробуйте. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос. Всем привет! Я подготовил для вас обзор самых важных новостей уходящей недели. Ну и начинаем по традиции с хорошей. Она одна. Так, что тут у нас? Единственная хорошая новость этого выпуска, но она не из России. Итак, слону сделали педикюр в зоопарке Алма-Аты. Дожили новости. Такое необычное видео опубликовали сотрудники на Инстаграме, кстати, запрещенная организация в России, да. И в подписи к видео отмечено, что слонам очень нравится свежий педикюр. Кому же не нравится, да? И как заявлено в сообщении, ногти слонов приводят в порядок каждый квартал, а иногда раз в 2 месяца. И вот у меня только один вопрос. Вот слонам-то нравится педикюр свежий, да? А вот киперам, которые им делают это каждые 2 недели, нравится ли им? Пошли ли вы бы делать педикюр слону? Напишите мне в комментарии. Так, что тут у нас? В среду Владимир Путин провел заседание Совбеза. Главное, что отметил президент России. ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях вводится военное положение. В приграничных районах и других субъектах Федерации вводится особый режим. Также на этом совещании Совбеза было введено положение повышенной готовности в областях ЦФО и в областях Южного федерального округа, не приграничных территорий. Вот и все. Поэтому повышенная готовность теперь практически везде. Ну, в центральных областях России везде. Есть всего 3 режима. Первое. Значит, уровень повышенной готовности — это когда все на стреме и все наготове. Следующий уровень — это уровень особый, это так называемый уровень среднего реагирования, в частности, который предусматривает вплоть до отселения людей и так далее, и задействует бизнесов для удовлетворения нужд армии и так далее, да? Ну и есть, соответственно, военное положение, как бы сами понимаете. Здесь как пойдет, ну, в общем-то, все будет использовано для военных каких-то действий и так далее. Некоторым людям не хватает этих знаний. Мой канал хоть и про бизнес и деньги, но сегодня я решил об этом сообщить, потому что если ты осведомлен, значит, ты вооружен. Так, что тут у нас? Вот так вот, бля! Столичный завод «Москвич», ранее работавший как завод «Рено Россия», планирует открыться в декабре. О! Оказывается, это был завод «Москвич», работавший под прикрытием, под названием «Рено Россия». Понятно? И мэр Москвы Сергей Собянин считает, что завод «Москвич» может стать центром электромобилестроения. О! Держи! Апперкот! Хук! 10 ударов в одном. Илон Маск, держи! Вот так! Тесла! Ха! Тесла! «Москвич»! Действительно, Сергей Собянин вот ранее объявлял, что Москва будет предпринимательской столицей всего мира. Вот, а предприниматели, они всегда преследуют цель, не обращая внимания на контролируемые моменты, ресурсы, да, и так далее. Все, неважно. Есть цель, нет препятствий. Страна электромобилей, да. Страна фантазеров, страна дримеров, страна людей, которые воображают о себе больше, чем есть на самом деле. Я вообще считаю, что жить в городе, в котором центр электромобилестроения, очень здорово. Я бы очень это хотел. Центр электромобилестроения, все. Поэтому, так как я предприниматель, я, например, поддерживаю Собянина. Я все буду сделать. И даже первый «Москвич» с конвейера, отгрузите мне его сам, проверю, ездит он, не ездит. И для того, чтобы быть максимально объективным, мы этот тест сделаем втроем. Я позову Давидыча, да, и Лиса рулит. Мы пощупаем каждую деталь, мы защупаем и заслушаем все, как там звукоизоляция, как едет, как ускоряется, все. И дадим вам четкий, подробный отчет. Стал ли новый «Москвич» вот этим вот самым вот апологетом автомобилестроения и хакнул ли он Теслу? Так, что тут у нас? Счетная палата подсчитала, какое будущее ждет российских пенсионеров. Итак, среднемесячная пенсия в России в 2025 году опустится ниже 30% от средней зарплаты. Вы представляете, как резко меняется уровень благосостояния людей, которые выходят на пенсию? В пике. Средняя зарплата по
подсчетам счетной палаты в 2025 году составит 80 тысяч рублей. И представляете, да, что пенсия будет 30%, это 24 тысячи рублей. Попробуйте прожить на 24 тысячи рублей в Москве. Да я думаю, редко где можно прожить на 24 тысячи рублей, в общем-то, это тяжело. Это надо картошку сажать, моркошку, в лес по грибы ходить и так далее. Метаморфоза всей этой ситуации заключается в следующем, да? Россия — одна из самых богатейших стран по природным ресурсам, человеческие, значит, потенциалы и так далее. Одна из самых богатых стран. Вот. А по части доходов населения и вот в частности пенсии, да, старики, те, которые всю жизнь работали, трудились, да, мы находимся в очень серединной линии. Я не скажу, что в самом конце. В самом конце по пенсиям находятся страны, где вообще нет пенсий. Я не думаю, что кто-то из вас всю жизнь отдав там работе, например, в школе или там врачом в больнице, или, ну, неважно, чем вы занимались, да, потом, выходя на пенсию, бы сказал: что это все время делал? Поэтому я очень ратую за то, что в России, смотрите, средняя, ну, так называемая минимальная оплата труда была 200 тысяч рублей. Так выгоднее, чем работать с населением, у которого доходы в месяц там 20-30 тысяч. Размер экономики можно резко увеличить тем, что увеличить минимальную оплату труда до 200 тысяч. И многие говорят: это придет там к инфляции и так далее. Да не приведет, ребят. Это приведет к размеру экономики, другому, там, несколько раз больше, и все. И те, кто говорит, это невозможно, я вам так скажу: а вы попробуйте. Так, что тут у нас? В российских школах ведут модуль по игре в лапту. В Минпросвещении сообщили, что соответствующий модуль для занятий на уроках физкультуры будет готов до конца года. Вот так. Пока вы во всем мире занимаетесь там вот своими делишками там, да, мы возвращаемся к лапте. Хорошо, что не к лаптям, но, видимо, лапта — это первый шаг. Не хотелось бы, ребят. Поэтому давайте так, когда мы каждый раз думаем, что бы такого достать из своего рюкзачка там, слушайте, может, не надо ходить в этот чулан. Может быть, создавать что-то будущее, может быть, уже создавать желаемое, а не пытаться вернуться к тому, что было, и у кого-то там ностальгия и так далее. Ну, короче, я не хочу возвращаться в прошлое, какое бы оно ни было, ни в Советский Союз, ни в Древнюю Русь, я не знаю, откуда лапта там. Я хочу придумывать и созидать будущее. Напишите мне в комментарии, что вы выбираете. Возвращаться к прошлому, там, где вода, конечно, была мокрее, или колбаса по 2,20, да? Или вместе созидать будущее. Такое будущее, как мы с вами всегда хотели. Так, что тут у нас? 1 триллион рублей из Фонда национального благосостояния выделят на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году. В начале года, весной, когда цены на сырье взметнулись наверх, все выражали уверенность, что год будет очень жирный и бюджет будет профицитный. Однако в конце года эмбарго и прочие ограничения, санкции привели к тому, что бюджет стал резко недополучать. Более того, импорт не вернулся на те цифры, которые были раньше, а с импорта бюджет получал очень много. Поэтому, смотрите, уже к концу года стало известно, что на покрытие бюджетного дефицита необходимо распаковать кубышку — Фонд национального благосостояния. Вот. Но мы знаем с вами, что наибольший удар кризиса придется в 2023 году. Соответственно, тут идет очень простой расчет. Хватит ли Фонда национального благосостояния, чтобы компенсировать выпадающие доходы в 2023 году? Да. Очень важная цифра, надо ее знать. Да. Фонд национального благосостояния почти 11 триллионов рублей. Бюджетный дефицит планируется 1,5 триллиона рублей в 2023 году. Вы знаете, когда я смотрю прогноз экономического развития на 2023 год, например, я недоумеваю. Такое ощущение, что нет того жесткого кризиса, как мы все с вами чувствуем и видим. Такое ощущение, что те, кто составляют прогнозы в Центральном банке, там, в правительстве и так далее, они знают то, чего мы не знаем. Может быть, к концу этого года или в начале следующего все-таки случится что-то, что очень сильно изменит наше текущее представление. То, как сейчас все идет, приведет вот линейными аппроксимациями, да, к бюджетному дефициту там 5 и более триллионов рублей. А в прогнозе пока написано 1,5. Вот как-то что-то здесь вот непонятно. Буду держать вас в курсе, как только сам разберусь. А я обязательно разберусь и вам сообщу. Так, что тут у нас? И, друзья мои, важное объявление. Голодные игры или как общепиту выжить в кризис.
25 октября в 19:00, вторник это будет, спикеры Игорь Рыбаков и Виктор Гор, мы проведем открытый вебинар. И если ты занимаешься ресторанным бизнесом, фастфудом или планируешь заняться чем-то подобным, мы дадим тебе четкие алгоритмизированные практики, как использовать этот кризис себе на пользу. Дело в том, что сейчас самое время делать проекты в области фастфуда и так далее. Люди кушать не перестают. Ха-ха. Да, в элитных ресторанах, конечно, сейчас на 30% упал трафик, посетителей и так далее. А в фастфуде, наоборот, все выросло. Для владельцев заведений, для менеджеров, топ-менеджеров этих предприятий, которые хотят открыть свой бизнес, да, для тех, кто только мечтает открыть фастфуд-бизнес, для вас этот вебинар от Игоря Рыбакова и от Виктора Гора. Ссылка будет в описании, приходите, регистрируйтесь и занимайте свое место. Я жду вас. Так, что тут у нас? В четверг Владимир Путин подписал 2 закона о поддержке мобилизованных владельцев малого и среднего бизнеса. Вот, в частности, предприниматели смогут сохранить управление бизнесом, передав его доверенным лицам, и на совершение вот этой вот доверенности выделяется 5 дней. Далее, предприниматели, которые брали кредиты на развитие бизнеса, получат кредитные каникулы. Да, при этом кредитный договор должен быть заключен до дня мобилизации. С одной стороны, хорошо, что идут какие-то меры поддержки мобилизованных предпринимателей. С другой стороны, чем помогут, например, кредитные каникулы мобилизованному предпринимателю и этому бизнесу? Очень спорный вопрос, помогут ли это вообще. Да, если предприниматель перестает оказывать свое предпринимающее воздействие на бизнес, скорее всего, этот бизнес малый или средний загнется. Как говорится, хорошо, что хоть какие-то меры идут, и я надеюсь, что будут и другие меры поддержки для мобилизованных предпринимателей, чтобы сохранялась вот эта вот, способность страны производить продукты, услуги. В конце концов, так долго, 30 лет мы выстраивали вот этот вот частный бизнес, и сейчас можем достаточно быстро его потерять или слишком сильное вот это вот воздействие на него оказать не хотелось бы. Так, что тут у нас? Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма в рамках оптимизации федеральных органов власти. Функции агентства переданы Минэкономразвития. Короче, теперь Минэкономразвитие будет напрямую осуществлять госконтроль за деятельностью организаций, которые ведут классификацию отелей, горнолыжных трасс, пляжей, а также следить за деятельностью всех этих туристических объединений и так далее. Все представители индустрии туристической очень обеспокоены, что теперь до туристического бизнеса Минэкономразвития будет до фени. С одной стороны, они говорят, что для Минэкономразвития это будет 10-й вопрос, с другой стороны, они беспокоятся о резких и, возможно, не совсем подготовленных решениях. Однако другие эксперты говорят, что это типичная вертикализация власти в моменты, когда назревает кризис, чтобы провалы рынка не были столь значительными, нужно делать более компактными органами управления. Статистика реформации органов управления в России говорит, что любая реформация приводит только к увеличению численности чиновников. Посмотрим, как будет на этот раз. Я надеюсь, на этот раз будет все много лучше, чем было раньше. Так, что тут у нас? Минцифры заморозила программу подключения Wi-Fi в школах. Минцифры заявила, что обеспечит защищенным интернетом в 2023 году все военкоматы. Короче говоря, в 9 тысяч школ Минцифры успел провести Wi-Fi. Напомню, более 40 тысяч школ по России. Поэтому что будут делать теперь вот эти 30 тысяч и больше школ, непонятно. Но во всяком случае интернета там, видимо, не будет или будет какой-то такой дохленький интернет. Зато в военкоматах интернет будет. Кроме того, Минцифры заявила, что прекращает программу субсидирования овладевания цифровыми профессиями. Раньше можно было от 50 до 100% затрат на обучение компенсировать, то есть получить специальный грант, если профессия была цифровая и была, обозначена в списке в специальном. А что происходит? А вот что. Ведомства стали испытывать дефицит денег. То есть урезание бюджета пошло. По всем сусекам правительство начало скрести. Это коснется всего. Здравоохранения, образования, Минцифры и так далее. Всего. А где? Если денег нет, то и нет. Поэтому я всегда вас призываю следующее. Держите свои резервы финансовые наготове, так сказать. Не надо покупать сейчас какую-то недвижимость, которая всегда в цене. Ребят, все, времена те в прошлом. Вкладывайте деньги лучше сейчас в компетенцию, квалификацию, меняйте работу на более высокооплачиваемую. Сейчас очень важно быть в деньгах, в кэше. Я думаю, вы знаете, что такое оказаться
безденежном, так сказать, состоянии или в состоянии денежного подсоса. Это как, извините, у шарика там сосать, да? Так вот, для тех, кто не хочет находиться в этом положении, особенно для бизнесменов, предпринимателей, топ-менеджеров, посмотри, я специально вот здесь вот оставлю ссылку на интервью, которое я дал клубу Equium. И вообще приходи в Equium, приходи в сообщество людей, которые сейчас на максимум используют вот возможности существующих турбуленций для того, чтобы улучшить свое благосостояние. Приходи, мы тебя ждем. Так, что тут у нас? Вот нормальные пацаны, вот в Новой Зеландии они взяли и приняли закон о простом языке. Вот, кстати, так обычно говорит Рыбаков на своем канале, да, №1 канал про бизнес и деньги, я говорю на простом языке. И вот в Новой Зеландии даже закон такой приняли. По этому закону чиновники должны составлять документ так, чтобы читатель их сразу понимал. Понятно? А не так, что прочитаешь указ, чего они хотели сказать. А для чего так указы-то составляются? Указы, приказы, ведомственные инструкции. А чтобы никто ни хрена не понял, не разобрался, нарушили, а потом пришли и оштрафовали его. Оп, доходы в казну. Я думаю, этот закон бы нам не помешал. Поэтому, друзья мои, видите, мы не одни на этом земной шарике. В Новой Зеландии такие же проблемы, как в России. В России такие же проблемы, как в Бразилии. Слушайте, мы люди, у нас проблемы, это нормально, но люди, которые умеют достойно решать проблемы, да, умеют размножать хорошее, чтобы плохому места просто не осталось, вот эти люди живут процветающие. И только для тех людей, которые хотят жить в процветании, я оставлю свой новый клип вот прямо сейчас в конце этого выпуска. Поехали! Давай обнимемся, я уйду, потом расскажешь мне сказки за грусть. Но молчишь сейчас, и я молчу. Ты заплачешь, а я поплачусь. Ты пойдешь за мною хоть куда, и всегда мне ответишь да. Но ты молчишь, молчу и я. Я просто обниму тебя. Я просто обниму тебя. Что бы ни случилось, обниму тебя. Я просто обниму тебя. И ни за что не отпущу тебя. Ты говоришь, что собираешься уйти. Нам не забыть, ведь года все помнят. В какой момент у нас все стало не ахти. И неужели нам двоим стало тесно в доме? Мне не стереть, через что с тобой прошли. Прекрасно знаешь, я не держу. Если все же я останусь тут один, помни, я здесь тебя жду. Давай обнимемся, я уйду, потом расскажешь мне сказки за грусть. Но молчишь сейчас, и я молчу. Ты заплачешь, а я поплачусь. Ты пойдешь за мною хоть куда, и всегда мне ответишь да. Но ты молчишь, молчу и я. Я просто обниму тебя. Я просто обниму тебя. Что бы ни случилось, обниму тебя. Я просто обниму тебя. И ни за что не отпущу тебя. Я твоя опора, а ты моя основа. Засмеемся снова, не говори ни слова. Вышло так, что в нашей арифметике любви 2 минус 1 получается нули. Так что я просто обниму тебя. Что бы ни случилось, обниму тебя. Я просто обниму тебя. И ни за что не отпущу тебя. Я просто обниму тебя. Что бы ни случилось, обниму тебя. Я просто обниму тебя. И ни за что не отпущу тебя. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос.